Здравствуйте. Продолжаем рассматривать крупнейшие аварии на атомных электростанциях. Сегодня Чернобыль. Авария произошла 26 апреля 1986 года. Это четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электрической станции. До того, это уже авария. Здесь видно выход пара в окружающую среду, а это руины. На этом энергоблоке применялся реактор РБМК. Это реактор большой мощности канального типа. Такие реакторы изготавливались только в Советском Союзе. Они имели мощность 1000 мегаватт. И в качестве замедлителя в этих реакторах применялся графит. Это уран-графитовый реактор. Вода первого контура исполняла роль поглотителя нейтронов и частично, конечно, замедлителя. Реактор одноконтурный, кипящего типа. Та вода, которая охлаждает тепловыделяющие стержни, является водой, которая превращается в пар, который затем отделяется в сепараторе и направляется в турбогенератор. Затем конденсируется и дательным насосом направляется снова в барабан. А здесь главным циркуляционным насосом обеспечивается циркуляция этой же воды через реакторное пространство. Этот реактор не имеет герметичной оболочки, в отличие от реакторов типа ВВР, которые мы рассматривали при аварии на Три Майл-Айленде. Так вот, что здесь произошло? Авария произошла во время проведения эксперимента. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы изучить возможность использования так называемого выбега ротора генератора для питания электроэнергии насосов собственных нужд во время расхолаживания реактора. Смотрите, тогда, когда останавливается реактор, турбина продолжает вращаться, и энергия вращающейся турбины еще достаточно велика. И интерес заключался в том, чтобы эту энергию использовать для работы насосов, для того, чтобы охладить реактор. В этом случае не нужна электрическая энергия извне. Вот в чем был интерес. Надо сказать, что от начала проведения эксперимента до взрыва, который привел к разрушению реактора, прошло меньше минуты. Когда я был студентом и учился, нам преподаватель рассказывал, что из всех автоматических защит, предусмотренных на этом энергоблоке, 2/3 были отключены и переведены в ручной режим управления. В частности, были отключены автоматика питательных насосов или автоматика систем управления и защиты и другие автоматические системы. Почему произошел взрыв, не установлено. Имеются два варианта. Первый вариант связан с тем, что взорвался водород, который образовался в результате работы реактора. Второй вариант – это то, что начался неуправляемый набор тепловой мощности реактора или разгон реактора. Вместо того, чтобы по процедуре эксперимента иметь управляемый процесс его остановки. И вот этот неуправляемый разгон реактора привел к лавинообразному парообразованию, и этот пар взорвался. Это вторая версия. В результате корпус реактора был разрушен, и выброс в атмосферу составил 380 миллионов кюри, что больше, чем в 30 раз больше, чем при аварии на Три Майл-Айленд. Но самое главное в том, что там в аварии вылетели короткоживущие, в основном йод-31, а здесь долгоживущие и в основном цезий. И вот этот цезий-137, он до сих пор портит жизнь окружающей среде. И надо отметить, что во время аварии погибли 2 человека. Один непосредственный участник эксперимента, его тело не было обнаружено. А второй человек, какой-то из сотрудников станции, он сломал спину в результате аварии и умер в тот же день в больнице. Комиссия по аварии на Чернобыльской атомной станции работала дважды. Первый раз комиссия работала в 1986 году, что очевидно. И в результате расследования, которое она провела, было установлено, что авария произошла исключительно по вине персонала и его непрофессиональных действиях. Вторая комиссия работала позднее, уже в 90-м, может, в 91-м году. И в результате работы вторая комиссия сделала несколько другие выводы. Там названо несколько причин, но первые из них связаны с конструкционными недостатками самого реактора. И только последний пункт в выводах этой комиссии, по-моему, 4-й, говорит о том, что персонал что-то неправильно делал. Я не берусь судить о справедливости выводов и первых, и вторых, но можно обратить внимание, что советское руководство
руководство только на вторые сутки объявило о том, что вообще такая авария произошла. Поэтому возможно, что выводы первой комиссии имеют несколько предвзятый взгляд на происходящие события, учитывая контроль руководства страны за всей ситуацией, связанной с аварией. Последствия, связанные с выбросом радиоактивного цезия, затронули вообще всю Европу практически. Ликвидация последствий. Те люди, которые заходили непосредственно в активную зону для того, чтобы там саркофаг строить, они облачались в тяжелую обмундировку. Дезактивация уже проводилась с воздуха вертолетами. Надо сказать, что дезактивация велась по строящемуся пятому энергоблоку, а его готовность была уже на уровне 80%. Ликвидаторы аварий. Всего ликвидаторов 600 тысяч человек. Из них в районе 200 тысяч военнослужащие. Для примера, о количестве ликвидаторов по аварии на Three Mile Island я вообще не смог найти никакой информации. То есть там их, по всей видимости, было не так и много. Первые 3 месяца после аварии 31 ликвидатор умер от лучевой болезни, а всего получили лучевую болезнь больше 130 человек, по-моему, 134. Те, кто умерли от лучевой болезни и вообще получили лучевую болезнь, это в первую очередь были те пожарные бригады, которые приехали на тушение пожара, потому что они были без соответствующей защиты. Эвакуация населения. Город Припять был эвакуирован полностью, только с чемоданами людей вывозили за зону отчуждения. И такая операция по эвакуации огромного количества людей в кратчайшие сроки, за один день, по-моему, вывезли, была проведена впервые в мире. А всего было эвакуировано в районе 16 тысяч человек. Зона отчуждения определена в 30 километров радиус. Вот он, все люди из этой зоны были вывезены. Последствия, как выглядят сегодня. Это зона отчуждения, та, которая была сформирована в 1986 году. А как сегодня выглядит зона отчуждения, показана на этой карте. То есть 3 страны: Украина, Беларусь и Россия. Это цезий 137. Последствия аварии. Запрет реакторов данного типа. Больше эти реакторы не изготавливаются и постепенно выводятся из эксплуатации. Очевиден пересмотр регламентов безопасности на атомных электрических станциях, конечно, в первую очередь в Советском Союзе, потому что выявлены недостатки, связанные с вольным трактованием, так скажем, регламентов при предупреждении аварийных ситуаций и при отсутствии строгих даже регламентов безопасности. Но это выявили обе комиссии, и первая, и вторая. Очевидно, приостановка программ развития атомных электростанций. Заморожено было в Советском Союзе строительство 10 станций, а на всем европейском континенте не построено ни одной станции за 16 лет. И я могу отметить еще один из факторов. Это негласная приостановка научной тематики по атомным электрическим станциям. Я лично знаком с некоторыми специалистами и учеными в области атомной энергетики, которые не смогли выйти на защиту. У ликвидаторов последствий установлено увеличение смертности от онкологических заболеваний на 4% по сравнению со всеми другими людьми, которые проживали или проживают в Советском Союзе и на территориях тех стран, которые раньше составляли Советский Союз. Здесь хочу обратить внимание, что строгой причинно-следственной связи между онкологическим заболеванием и работой по устранению Чернобыльской аварии никто такую связь не берет на себя ответственность устанавливать. Следующий фактор или следующее последствие – это ужесточение радиационных норм для продуктов питания, которые выращиваются в зоне, которая непосредственно примыкает к этой территории. И если я правильно помню, то сегодня у нас в России даже действует норматив на молоко из Белоруссии, где повышенные требования по отношению к российскому молоку по радиационным нормам. Еще одним следствием является создание заповедника по изучению жизни животных в зоне отчуждения. И здесь надо обратить внимание на то, что через какое-то время жизнь на этих территориях просто расцвела, и растительность, и животные в этой территории чувствуют себя очень хорошо. За этим сегодня продолжается наблюдение и изучение поведения животных и растений в этой территории. И надо обратить внимание, только в 2016 году сооружен очередной саркофаг над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной станции, так называемый постоянный саркофаг. Но в целом последствия этой аварии еще не устранены. Коротко о Чернобыле все. Следующая авария — Фукусима, но это следующее видео. Спасибо за внимание. До свидания.